Ребята, всем привет с Филиппин! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня нас трое, с нами наш друг Али. Мы отправляемся посмотреть водопад из нескольких каскадов. А также посмотрим на зачарованную реку. Погнали, друзья! У-у-у! Друзья, мы сейчас находимся в городе Бислик. Сюда мы добирались из острова Сиаргао. Бислик находится на острове Минданао. Это большой остров. Здесь очень много городов. Бислик, можно сказать, что это небольшой город, но густонаселенный. Здесь вообще нет ни ресторанов, ни кафе. И скажете, что же вообще сюда приехали? Приехали мы посмотреть сюда водопад красивейший и также посмотреть зачарованную реку. Об этом все позднее. Сейчас хочу показать вам, где мы остановились, потому что жилья здесь тоже практически как такового нет, но нашли один неплохой вариант, и сейчас покажу вам его. Ну и чтобы закончить тему дороги, как мы сюда добирались, все достаточно просто и прозаично. С острова Сиаргао мы взяли теплоход, добрались до города Суригао. От Суригао мы доехали до города Бунтуан на автобусе, и от города Бунтуан до города Бислика мы также доехали на автобусе. Практически весь этот маршрут у нас занял целый день. Выехали мы примерно из нашего отеля в Сиаргао в 9 утра, пол-9 где-то, и были вечером в отеле где-то примерно в 8 вечера. Отель располагается у небольшой реки, в спокойном районе. Здесь очень чисто, несмотря на то, что находится рядом с рынком, казалось бы, да, что могут быть какие-то запахи, абсолютно нет, ничего такого нет. Улицы реально очень чистые. Здесь у нас на рынке чистят рыбку. Здесь продаются фрукты. Очень спокойный день такой, потому что сегодня у нас будни. Мангустинчики, вон там я вижу, бананчики, рамбутанчики. Местные очень приветливые и смотрят с любопытством на меня. You can go. Останавливаются, когда видят камеру. Наш отель JLS Suites. Это апарт-отель. Главный вход нашего отеля. Давайте пройдем внутрь. Здесь у нас ресепшн. Hello. Здесь у нас ресепшн, быстро нас зарегистрировали, провели в комнату. Наша комната располагается на втором этаже. Посмотрите, какая у нас здесь красивая устроена. Мы сегодня уже второй день в Бислике, провели мы здесь ночь, поэтому извиняюсь за небольшой беспорядок у нас, но в целом, чтобы показать апартаменты, в которых мы проживаем, почему бы и нет. Здесь у нас есть диванчик, большой стол, где можно завтракать, ужинать. Нам сразу же предложили заказать еду в боксах. Здесь это доступно. Так, здесь у нас телевизор, много каналов. Мы даже что-то смотрели вчера вечером. Красивая обстановка. Есть кухонный уголок, правда нет плиты и холодильника, но в целом нам на несколько дней они не особо-то и нужны. Каждый день приносят воду, каждый день выносят мусор, немножко прибираются, насколько я знаю. Здесь у нас душевая. Полотенчики. Также нам принесли шампунь, кондиционер, это мы все используем. Раковина.
Здесь у нас тоже есть шкафчики, поэтому если у вас много вещей, вы точно будете знать, куда их убрать, потому что этого здесь достаточно. Это комната Али, кондиционер, кровать. Также есть шкаф, куда можно сложить также все вещи, урна. И наша комната, она чуть-чуть побольше, двухспальная кровать, шкаф, лампочка. Сейчас вам покажу местные улочки, что у нас здесь открывается за окном. Видите, здесь все чистенько, кондиционер и есть большое еще зеркало. Поэтому на несколько дней это жилье идеально подходит для семей, для людей, которые едут с друзьями. Даже если вы одни в паре, то здесь есть номера поменьше, то есть для двоих, и стоимость их тоже меньше, там примерно где-то 1500 песо. Такие апартаменты стоят 3500 песо. Сейчас мы вышли из нашего отеля и сразу же поймали трицикл, договорились поехать к водопаду. Ну, все чуть попозже вам расскажу, за сколько, как, чего, сколько нам ехать. Далеко мы не уехали. Тут же заскочили в местный 7-Eleven магазинчик, чтобы взять кофе. Ну, расскажи про кофе. 7-Eleven неплохой кофе для кофе, который подается в супермаркетах. Здесь есть несколько выборов. Можно взять французскую ваниль, макачино, соленая карамель. И стоит все это очень недорого. Сейчас мы остановились в промежуточной точке, где мы регистрировались, оставляли свои данные. Есть вот приятные дамы, рассказывали нам про дуриан, про маранг, вот тоже местный фрукт. Внешне похож немножко на дуриан, только без колючек. Здесь также есть палаточки с сувенирами. Но надо сказать, что туристов совсем нет. Ну и в принципе это место не сильно туристическое. Проезжаем очень живописные места, рисовые поля, террасы. Интересные сувениры. Возможно, это какой-то паук, который обитает в этих краях. Вот такой магнитик с водопадом, как раз на который мы собираемся. Очень много интересных поделок из дерева здесь есть, в том числе пепельницы. Вот это, например, сразу же декларируют о вреде курения, причем большом достаточно. Поэтому не рекомендуется. Пока Кирилл ходил, снимал видео, мне почистили маранг, он очень быстро очищается, то есть его не нужно разрезать, прямо руками снимать. Смотрите, как выглядит мякоть. Кожурка вот такая вот у него, но очень мягкая, правда. Мякоть, она не похожа на джекфрут, я думаю, что это будет похоже. Вкус более сливочный, нежный и очень интересный. Похоже на какой-нибудь мангостин там или что-то такое? У него индивидуальный вкус, ни на что не похож. Да, давайте-ка эту индивидуальность мы испробуем быстренько. Очень вкусный. Очень вкусный. Да, сладкий такой, более сливочный. Без кислинки. Именно сладость, но не приторный. Абсолютно не приторный, такой легкий сладкий вкус. Легко отделяется от косточки, что удобно. И сколько стоил такой? 50 песо. 50 песо всего лишь. Ну вот. Сразу видно, мы недалеко от Давао. Там, где который как раз является столицей дурианов и маранга. На въезде к водопаду
Есть красивый мостик, который приветствует всех посетителей данного водопада. Тинуян. Доехали мы до водопада, называется он Тинуян Фоллс. Водопад состоит из нескольких уровней, множественных каскадов. Тропинка, по которой мы сейчас будем идти до высокого уровня, чтобы полностью полюбоваться его величием. Примерно 16 километров от городка Бислик, в котором мы остановились. Дорога была живописная. Сначала рисовые поля, потом через лес. Крайне рекомендуем, если будете в этой части острова Минданао, обязательно сюда заезжайте. Ну а теперь давайте прогуляемся. Проходи. Давай, на белой рубашке. Окей, это интересно. Оплатили мы вход. Стоит 50 песо с человека, плюс 10 песо за трицикл, за парковку, видимо. Поставили нам печатин на руку. Очень красивая дорожка здесь вымощенная из камней, благоустроенная, скамеечки деревянные, какие-то арочки. В общем, все красиво сделано для туристов. Хотя мы здесь видим, в основном местные жители приезжают. Потому что туристы, не каждый турист добирается до этого места. Также на этой дорожке по обе ее стороны, слева-справа, есть различные палаточки, шатры, в которых останавливаются местные, приносят с собой напитки, еду и проводят здесь целый день. Сейчас Али прочитал перевод легенды, которая рассказывает историю этого водопада, и он с нею с вами поделится. Про этот водопад есть интересная история, я бы сказал, легенда пролетарского триумфа. Как-то раз местные жители попали в рабство к соседям своим и были в ужасных нечеловеческих условиях. Как-то раз, пострадав от вот этого изнурительного труда и нечеловеческого обращения, они договорились, объединились в группы и спустили своих обидчиков вверх по бамбуковых плотах вниз и убили их. Вот такие вот кровожадные люди. Но в честь этого назвали водопад Тиньюаньнинь и до сих пор радуются этому факту. В самом водопаде купаться не разрешено, насколько мы поняли, но можно окунуться в соседних небольших бассейнах, чем я и не преминул возможность воспользоваться вот так. Также рядом с этим водопадом есть тропинка, можно сказать даже ступеньки. Вот мы сейчас с гидом, а без гида туда идти нельзя, нужно обязательно с гидом. Будем подниматься наверх и пойдем на один из уровней этих водопадов. Стоимость гида не регламентируется, вы сколько хотите, столько оставляете в конце прогулки ему чаевых. Минут 5 пока поднимаемся. На самом деле достаточно крутая тропинка. То ступеньки, то лестнички небольшие. Сейчас идем по мостику из бамбука и различной арматуры. И вроде как уже дошли, поэтому минут 5 вам нужно подниматься. Да, и мы оказываемся сверху на одном из каскадов. То есть вот здесь мы
Вот этот каскад мы видели с вами, а тот, который каскад повыше, мы видели лишь с дрона. Снизу его увидеть невозможно. Сейчас мы уже спустились вниз. Возможно, гид вам и не нужен, но местные таким образом пытаются хоть как-то на туристах заработать. Вы поднимаетесь, там можно постоять под водопадиком небольшим, под каскадом. В общем, окунуться, еще охладиться. Как тебе, Али, этот водопад? Слушайте, в целом? Очень-очень мне понравился этот водопад. В отличие от каких-то других историй, где надо долго куда-то идти, подниматься в гору, здесь все достаточно близко, в пешей доступности. Да. Одним из несомненных преимуществ этого замечательного водопада является то, что это место очень локальное. Здесь в основном только местные туристы. На нас здесь моют очень как диковинку. Вот, и, соответственно, к вам будет особое отношение и внимание. Да, это правда. В отличие от прошлого острова, где мы были на Сиаргао, там много туристов, очень популярное место, а здесь в основном локальные филиппинцы отдыхают, приходят. Так, все, мы сейчас уже вышли обратно, садимся на наш трицикл и поедем до автовокзала. Сегодня мы с вами посмотрим еще красивую реку. Сейчас у нас небольшая остановка в деревне, где живет водитель нашего трицикла. Мы с ним договорились, что поедем дальше, на реку. То есть поедем не отдельно на автобусе, как бы мы добирались. Мы планировали доехать до станции, а дальше на автобусе. Но договорились прямо с водителем трицикла, который нас сегодня и повозит. То есть до речки добираться не близко, порядка 40 километров. Поэтому такое у нас сегодня с ним путешествие почти на весь день получится. И сейчас он приехал к себе в деревню. Он сказал, что мне нужно дойти до жены, так сказать, отметиться, сказать, что я еду с ребятами дальше на весь день. Ну вот, и вся наша прогулка обошлась нам, вот мы с ним договорились сначала 500 песо до водопада, и потом еще дополнительно 800 песо до реки. Поэтому 1300 песо за нас троих на весь день по самым интересным достопримечательностям. Очень нам нравится и природа здесь, и отсутствие туристов, и погода сегодня шикарная, дождя нет. В общем, нам сегодня пока везет. Классный день. Что вам сказать? Я в нетерпении увидеть новую достопримечательность, зачарованную реку. Спустя примерно 2 часа езды с остановочками мы приехали ко входу к реке. Делают нам здесь печати, ставят. Все, оплачено, paid. Сколько мы заплатили? По 100 песо? Да, по 100 песо человек. Дальше что? Пока не знаю, жду кошелек. Да, ждем кошелек и ждем наш шаттл, который нас повезет, видимо, к реке. Зачарованная река, на которую мы приехали, она располагается в городке Хинатуан. Это соседний город с тем, в котором мы остановились, Бислик. Но добраться до него несложно. И поскольку у нас проживание в Бислике, мы посетили до этого водопад, который находился рядом с нами, а сейчас недалеко от Хинатуана находимся. Как раз приехали к реке. Называется она Зачарованная. И сейчас мы ждем шаттл, на котором мы и отправимся к этой реке. Говорят, ее воды очень красивого цвета, но все должны увидеть сами. Постепенно собираются туристы, в основном местные. Туристов из Европы и других стран мы не видим здесь. Место не очень, видимо, для них популярное, но вот так выглядит шаттл, на котором мы с вами сейчас поедем. Открытый шаттл, можно будет также наслаждаться видами. Вот мы уже в шаттле. Заняли места сзади, поэтому можем смотреть виды, которые уже проезжаем. Вот так это примерно выглядит. Вся небольшая группа сидит в передней части, а мы вот здесь
на корме. На Камчатке. Да, на корме шаттла. Проезжаем много палаточек с сувенирами, но везде в таких туристических местах есть палатки с сувенирами. Кстати, надо сказать, что они здесь весьма недорогие. Но недолго мы ехали, буквально 5 минут на самом деле. Дорога была, ну, скажем так, неровная. Возможно, в связи с этим теперь здесь курсируют эти шаттлы. Приветственная табличка Enchanted River. Ух ты! Смотрите-ка, какой интересный изумрудный цвет. Вот это да! Как вам? Как вам такая река? Ну, красотища какая. Сейчас мы спустимся еще на обзорную площадку, посмотрим поближе. Вы только взгляните. Волшебный цвет воды, просто волшебство. И поодаль располагается зона для купания, небольшие бассейны вот здесь. Теперь мы спустились еще немного ниже. Сейчас переодеваемся, надеваем водный бокс и идем плавать. Ой, на видео вообще очень красивый цвет. Да. Вообще очень здорово, что здесь можно плавать, не просто любоваться на нее сверху, с обзорных площадок. Потому что мы видели и в Таиланде, и в других странах, что обычно такие красивые озера, ну, похожие по цвету на это, изумрудные. Их можно было только смотреть сверху, любоваться, а плавать нельзя. А тут даже глубина есть. То есть я вот, допустим, даже до дна не достаю. То есть можно вообще шикарно поплавать. Как эмоции, впечатления? Очень классно. Приятное очень место для того, чтобы искупаться, ополоснуться, принять душ, помыться наконец-то. В общем, сделать все водные процедуры. Да, но здесь есть некоторый секретик, который связан с подземным течением. Это все-таки река, Да. поэтому если стоять на месте, тебя очень быстро унесет. Да, если вы плывете в одну сторону, вам кажется, что о, как я быстро плыву. Но на самом деле это весьма обманчиво, потому что обратно вам будет сложно плыть, потому что течение в одну сторону, но есть канаты с буйками, которые без проблем вам помогут. В общем, очень здорово. Многие здесь надевают спасательные жилеты, те, кто плохо плавает. Вот местные туристы все рады, улыбаются увидеть белых туристов здесь. Замечательное место. Здорово. Остров Минданао продолжает нас радовать. Сейчас мы идем, можно сказать, по бортику. Здесь есть тропиночка. И нами было обнаружено еще одно развлечение, которым можно воспользоваться, когда приезжаете на эту реку. Сейчас мы его вам покажем. Можно отправиться в тур на лодочке. Тур длится 2 часа. Ну, вы можете плавать как 2 часа, так и полчаса, если вы хотите вернуться обратно. Лодка рассчитана на 5 человек, и вы платите за нее 500 песо. Ну вот, поскольку нас трое, мы решили взять еще с собой нашего водителя, который сегодня весь день нас катает, и вчетвером отправиться на этой лодочке. Можно кататься на самом деле дольше, просто за 500 песо у вас... Да, я сказал 2 часа. Да, 2 часа. Дольше 2 часов нельзя. Можно, тогда Можно? еще заплатишь еще 500 песо. Ну логично, в принципе. Часа, то 1000 песо. Да, но стандартный, наверное, да, тур это 2 часа, 3 острова посещают. Вот, поэтому эта река, она и является такой смесью пресной и соленой воды, потому что она впадает в море, насколько мы поняли. Прямо здесь, не отходя от кассы, опять вносим свои данные в журнал, платим 500 песо. И лодочки нас уже ждут с уставшими водителями. Мне кажется, что я должна приехать.
Так, спускаемся в лодочку. Вот так она выглядит. Достаточно продолжительная, но не очень широкая. Обратите внимание, там грибчиха. Не гребец, а грибчиха. С одной стороны. Да, женщина, что называется, с веслом. А с другой стороны, вот здесь мужчина с веслом. И наш водитель. Небольшой, незапланированный тур. Весьма любопытно. Причаливаем мы к первому острову. На самом деле под островом они понимают вот такой плавучий остров, в общем, оказался. Небольшой, куда можно высадиться. Он называется Сибадан. И там есть сети с различными рыбками. И говорят, даже есть акула. Ну, сейчас мы сами все посмотрим. Так, и что, у нас здесь платное развлечение? Да, 30 песо. Ну, может быть, ты одна зайдешь, посмотришь? 30 песо человек стоит просмотр данных рыбок в сетях. Возможно, отправим сейчас Томочку. Вряд ли там что-то интересное, но, возможно, и все. Ну. Если честно, я с этого острова, мне он не показался чем-то очень интересным, сразу предлагал Сибадан сделать. Вот, но ребята посчитали, что, может быть, здесь действительно акулы. Может, здесь Сибадан все-таки, да? Вот, поэтому сейчас будем смотреть. Who is Stingray and Salakito. Who is it? It's... What name of this? Salakito. Salakito? It's not shark. No, it's not small shark. It's Salakito. Смотрите, какой огромный скат, вообще огромный. Yeah, big scat. Oh. Вон, смотри, Кирилл вон нашел. Пойду туда. You buy pod. Так, друзья, смотрите, какой скат огромный. Даже не один, их два. Вот первый, вот второй. Вот третий уже. 3 ската. Потрясающе. Так близко, так близко. Вау. Ну, круто, на самом деле. Очень круто. Они прям к тебе подплывают. Они, наверное, думают, что я их сейчас кормить чем-то буду, но еды-то у нас нет. Oh, you can touch? Yeah, you can touch the stingray. Touch if you want. You touch. You buy pod. Надо было еды купить, но ничего. Ой, такой слизкий. Ой, маленький плывет. Ничего себе, как рядом. Ну, как тебе? Да, я просто в восторге, особенно когда не ожидаешь чего-то такого увидеть, а тут огромные скаты, которых можно потрогать. Помимо рыбок в сетях и скатов, здесь на этом плавучем острове есть даже ресторан, где можно пообедать. Вот местные как раз сейчас здесь расположились, что-то кушают, пьют. Прошу обратить внимание, вот здесь ресторан для людей, если туда кто-то выпадет, то будет ресторан для акул. Да, давайте глянем. Обратите внимание. Акула левым глазом подмигнула. Да, небольшие такие маленькие акулята. Ну, тоже какие-то рыбешечки. В разных сетях, в разные локации, разные рыбешки. Ну что ж, пришвартовываемся к нашему второму острову. Он чуть более разнообразный, чем предыдущие. Смотрите, там даже есть пляж. То есть он большой какой-то. Но за его посещение нужно заплатить 50 песо с человека отдельно. Тут какой-то грабеж среди бела дня. За что 50 песо? За что, понятно.
Просто за то, чтобы они эти флаги купили новые. Вскоре мы с вами узнаем, за что. Да, сзади нас, конечно, красиво. Тишь да гладь. Сегодня погода над нами сжалилась. Не успели подняться, сразу оплачиваем 50 песо. На каждого обращаю внимание. Да. То есть 150. Ну да, то есть водитель у нас не платит, потому что он как местный житель тут проходит бесплатно. Фу, вот такой здесь пирс огромный. Красота, флаги. Людей практически нет, но там на берегу мы видим небольшие бунгало. То есть, возможно, здесь можно даже остановиться. Небольшой пляж огороженный вот такой сеткой по периметру. Красиво. Как называется этот остров? Давайте-ка вместе с вами посмотрим. Lodestone Shores Resort. Так, резорт мы поняли. Выяснили, что остров называется Lodestone. Только что прогуглили это слово, и оно переводится на русский как магнетит. То есть какая-то руда, может быть, здесь добывают что-то. Возможно, есть еще какой-то перевод этого слова. Lodestone. Если знаете, напишите нам в комментариях. Ну что, движемся по пирсу. Али, он уже убежал вперед. Добрались мы до острова. Здесь столики различные. Неплохо так сделаны. Вот домики. Но пока обстоятельств не видим. Видим только местных работников. Также есть спуск на пляж. Ну, после Лазурной речки купаться здесь не так великолепно, но возможность такая есть. Берег? Какой песочек? Да. Мелкий песочек, поэтому, по крайней мере, здесь удобно купаться. Но водичка не такая, конечно, чистая, изумрудная. Купаться мы здесь, наверное, не будем, но прогуляться по бережку, помочить ножки. Песок, конечно, очень мелкий, приятный. Не так много мест на Филиппинах, где вы можете видеть на пляже столь белоснежный, красивый песок. Мы, конечно, еще не были на Боракае. Говорят, все самые красивые пляжи там. Скоро проверим, ребята. Это был наш второй остров. Отправляемся к третьей точке. Рок-Айленд впереди. Последний остров на сегодня. Буквально 5 минут на лодочке, и мы высадились на Рок-Айленд. Небольшой остров. Возможно, получил такое название из того, что состоит из основного острова и нескольких таких маленьких. Много различных камушков, таких скал. Вот, поэтому, возможно, и поэтому Рок-Айленд. Сейчас мы поднимаемся наверх, посмотрим, что там интересного. Да, Рок-Айленд, видите? Огромное основание из камня. И поднимаемся наверх, на территорию резорта. Здесь также есть резорт, оказывается. Рок-Айленд. Ну так, здесь кто-то даже живет на этом острове. Сам остров состоит из резорта и имеет красивую территорию, сады, растения. Здесь есть ресторан. Нам сказали, что вы можете заказать шейки, пиццу, но кушать мы здесь не планируем. Тем более, что наша прогулка двухчасовая скоро закончится. Мы уже примерно 1,5 часа по островам здесь плаваем. Ну, гуляем вокруг, наслаждаемся природой.
Вот такое огромное здесь, огромное дерево. Вот так. Познакомили нас с этим милым созданием, которое зовут Рокки. Рокки в честь острова. Рокки? Our island dog. Угу. Понятно, что это. She's very Island sick. dog. She's having a nose problem. Да, проблема с носиком. Maybe she ate some kind that she shouldn't be eating. Сейчас мы заплатили все-таки за вход на этот остров еще 30 песо. Небольшой фи, небольшой сбор, налог. И отправляемся по мостику. Есть небольшой ресторанчик, в котором, как я уже говорил, можно выпить шейки либо пиццу, но пиццу мы брать не будем, но возьмем пару напиточков. Сейчас в этом ресторанчике находимся, пьем шейки. Стоимость 80 песо за напиток. Есть банан, ананас, гуанабана. Ну вот, заказали себе, также нашему водителю, поскольку мы же одна команда сегодня. На этом наш насыщенный день подходит к концу. Поставьте, друзья, ваши лайки, поддержите это видео, если вам понравились наши путешествия насыщенные. Обязательно пишите вопросы в комментариях. И до новых встреч, ребят. До новых встреч, увидимся на Филиппинах. Всем пока. Пока!